Привет, друзья, мои новые подписчики! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я приготовлю очень нежный и вкусный тортик с вишневым муссом. Этот рецепт понравился всей моей семье, и я хочу поделиться им с вами. Сначала я буду готовить бисквит. Для этого мне понадобится 4 яйца, 120 грамм сахара, щепотка соли по вкусу. Начинаю сначала взбивать яйца и в несколько этапов добавляю к ним сахар. 8-10 минут я взбиваю яйца. Взбиваю, пока масса не увеличится в объеме примерно в 3 раза. Посмотрите, как хорошо взбилась наша масса. Отдельной посуде я смешиваю сухие ингредиенты. Для этого 120 грамм муки, пол чайной ложки разрыхлителя, по желанию я смешиваю. Муку я предварительно просеяла. И в несколько этапов добавляю в нашу массу. Аккуратно перемешиваю лопаткой, движение снизу вверх. Долго не вымешиваю, как только все объединилось, добавляю следующую порцию муки. Духовку я уже поставила разогреваться до температуры 175 градусов. Форма диаметром 18 сантиметров. Разравниваю я все шпажкой. Такой бисквит в моей духовке выпекался ровно 40 минут. Готовность я проверяю, как всегда, шпажкой. Даю немного ему остыть. Прохожусь ножом по краям. Переворачиваю форму, снимаю донышко. Такой бисквит получается очень вкусным, очень пышным, нежным.
Теперь я готовлю мусс. Для этого мне нужна вишня, сахар, желатин. 320 грамм вишни, 120 грамм сахара всыпаю я в вишню и ставлю на огонь. Довожу до кипения и провариваю еще 2 минуты. Пока вишня закипает, я 16 грамм желатина заливаю в 80 мл воды. Теперь я пробиваю вишню блендером. Поскольку это будет мусс, он должен быть однородным. И выливаю туда неразогретый желатин. И хорошо размешиваю. Он прекрасно растворится в еще горячей массе. Переливаю наш будущий мусс в миску и отставляю, чтобы он остыл. Пока наша вишня остывает, буду взбивать сливки. Сливки нужно брать от 33%. 320 грамм сливок я взбиваю миксером. У меня очень густые сливки, поэтому взбивать мне долго не пришлось. Теперь разрезаю наш бисквит на 3 равные части. Отмеряю ножом и разрезаю специальной струной. Посмотрите, какой в разрезе получается бисквит. Очень красивый, удобный в работе. Также срезаю верхнюю шапочку и посмотрите, каких 3 ровных коржа у меня вышло. Так, все, у меня остыла наша вишня. Теперь добавляю туда взбитые сливки. И все аккуратно перемешиваю лопаткой, медленными движениями до однородного состояния. Мусс готов. Торт я буду собирать сразу в кольце. Кольцо, ацетатная пленка. Корж я уже положила первый. Пропитка у меня молоко. Примерно 150 грамм. Пропитываю нижний корж. Мусс я визуально поделила на 2 части. Первую часть заливаю на первый корж. Дальше сверху ложу второй корж бисквитный, пропитка. Выливаю вторую часть мусса и все закрываю 3-м коржом. Такой торт должен, конечно же, настояться как минимум 5-6 часов. У меня по традиции торт отправляется в холодильник на ночь. На следующий день я готовлю желе. Для этого мне нужно 200 грамм вишни, 40 грамм сахара засыпаю сразу в вишню и ставлю разогреваться. Как только вишня закипела и 2 минуты прокипела, я выкладываю в вишню 4 грамма желатина, разбавленного 24 грамма воды. Желатин я добавляю в вишню, все хорошо перемешиваю. И здесь надо подождать примерно 40 минут, чтобы желатин, посмотрите, вот так вот уже начал свое действие. То есть масса не должна растекаться жидким быть, а вот так, как на видео. Опять ставлю в холодильник, примерно 30 минут, убираю ацетатную пленку
Здесь уже играет моя фантазия. У меня остались сливки, и я решила просто украсить торт, да украшать его оставшимися взбитыми сливками. Кондитерский мешок, насадка. Очень красивый тортик получается в разрезе. Посмотрите, друзья. Очень вкусный, очень нежный. Просто красота. Нежный, вкусный, сочный. Друзья, если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. А я вас всех люблю, целую. До новых встреч!